Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 31 декабря. Вот давайте с вами узнаем, что же там в последнюю декаду месяца декабря, а я бы сказала, в последнюю декаду года. Что там будет происходить? Да, конечно, останемся реалистами, потому как любой прогноз, он хоть и объединяет вот всех вас, знак зодиака, а все же мы все разные, поэтому реалистом всегда быть стоит, но тем не менее рассмотреть как альтернативный вариант, а это по вашей части альтернативные варианты и какие-то нестандартные решения, мои дорогие любимые водолеи. Вот правда, ваш знак зодиака именно этим и уникален. Вот давайте мы с вами узнаем, и на первой колоде мы 3 карты достанем, 3 знака судьбы. Что важно знать или нужно услышать прямо сейчас. Потоковая информация. Не задаем вопросов, а просто посмотрим, что нам подсказывают карты. А вы переложите значение, метафору, так вот, как вы понимаете, на события вашей жизни, какую подсказку карта вам хочет дать, какой знак судьбы. И вторая колода – это у нас ведьмочек, а первая колода – Таро Ева. Ева – это имя автора. Автор-доктор. Мне нравится очень эта колода, но я ее редко использую. Ну, вот, хотя она мне очень близка. Ну, давайте посмотрим дальше. Пойдем. Итак, так что же там скоро случится, что там произойдет в последнюю декаду месяца? Чего ждать? Что идет в вашу жизнь? Или, как мы говорим, что идет на ваш порог? Неожиданности, неожиданные события. Может быть, и правда какая-то откроется. Может быть, это вы сами, как инсайт, да, поймете, что, зачем и для чего все нужно. Следующая карта, хочется спросить, что вас будет радовать, мои дорогие любимые водолеи? И по основным сферам жизни это у нас любовь, личная жизнь, в целом возьмем взаимоотношения. Чего ждать? Чего ждать в сфере финансов? Или что ждет? И что ждет в сфере достижения? Это у кого-то работа банальная, у кого-то учеба, может быть и документы, важные встречи, какие-то контакты, в целом ваши планы. Итак, первый знак судьбы. Давайте с вами узнаем, что же нам сейчас скажут карты. Десятка свечей. Но усталость. Может быть, какая-то многозадачность. Ведь карта говорит, вот посмотрите, как будто стояло что-то на полках. Может быть, эти полки были прикреплены к чему-то, к стене, к примеру, да? И уже какой-то антураж сложился. Вдруг все рушится. И это карта усталости. Уставшие люди делают ошибки, как гласит древняя китайская поговорка. А это правда бывает. Мы что-то, с одной стороны, вот автоматизм некоторый, он нам помогает. Ну, в каких-то бытовых делах, да, допустим, убрать что-то, помыть посуду, например. Но когда мы все-таки чем-то более важным заняты, нам нужно вот это осмысленность, да, наших действий, какая-то организация. А может быть, иногда карта говорит о том, что если у тебя все рухнуло, значит, так оно тому и быть. Словно, ну, уже надо какой-то итог подводить, потому что явный перегруз, вот самое главное, наверное. И здесь можно этот перегруз как рабочий, когда уже, ну, кажется, ну, как белка в колесе, да, вот есть в русском языке такая поговорка – потому что мы вот этот круговорот, мы когда-то прежде включились, и вот мы тянем, тянем его, нам кажется, да вообще вроде как адаптировались уже, да. А тем не менее, вот все равно есть те вопросы, они у каждого есть, которые вам сейчас, вот они вообще-то не нужны. Либо они нужны кому-то, либо это опять же сила привычки. Или, мои дорогие водолеи, это даже вы из благородных побуждений. Может быть, согласились на что-то или в чем-то участвуете. И вот эта грань, когда с вашей стороны благородство, а с другой-то стороны, ну, банальное использование. Но я такое тоже допускаю. Все же карта нас и говорит о том, что тебе сейчас какую-то ревизию твоих дел нужно продумать. Тут именно нужно сесть и подумать, понимаете? Потому что уже перегруз вот этот самый, он достиг какого-то пика. Десятка – это у нас, хоть и младший аркан, но тем не менее такая итоговая карта, когда мы достигли предела. Давайте откроем второй знак судьбы, может быть, нам пояснят. Ну вот нам пояснили, это точно. Любая тройка, я говорю, это карта будущего. Это правда. С чем бы это ни было связано. Ну, наверное, все полки будут
как-то у вас в другом уже порядке. Тут как будто был стеллаж, обратите внимание, а здесь человек все разложил и сам наверх забрался, ему уютно. Что бы тут кто бы ни думал, самое главное, какой-то ваш комфорт должен быть эмоциональный, душевный, восстановлен. Но я бы сказала, 2 карты, которые жезловые мы говорим. Ну, в данной колоде это свечи. Дела, работа, бизнес, учеба или контакты, или ну, это те сферы жизни, в которых мы участвуем. И не совсем тут про эмоции, точнее, вообще не про эмоции, хотя они могут нас одолевать. Потому как, ну, свечи, в данном случае, или жезлы, это, как знаете, наш внутренний какой-то огонь или наше желание приложить куда-то усилия. Но вот усилия нам и говорят, они должны быть с прицелом на будущее. Нужно сейчас думать не о том, как вот то, что рушится, держать, а наоборот, как будто избавляться, может быть, от какого-то мусора или от того, что не нужно. Поэтому, может быть, и рухнуло, потому что предела пика какого-то своего достигает. И вот быть к этому периоду очень внимательным. Одна карта как будто продолжает вторую. Стало быть, какая-то ваша сфера занятости или откуда к вам приходят деньги. Может быть, это правда. Может быть, у кого-то одна работа была, а теперь уже 2 работы, может быть, еще какие-то обязанности. Все равно нужно все как-то сложить в гармоничный узор, потому что иначе явно есть какой-то перекос, мои дорогие. По тройке свечей нам говорят, что у тебя сейчас как раз то время, когда тебе нужно проанализировать, что ты берешь с собой в будущее, а не пытаться тут удерживать что-то, то, что, в принципе, само может быть, как прошлые какие-то события пытаются от вас оттолкнуться. Карты могут говорить, что нет смысла что-то удерживать. Вот правда, в нашей реальной жизни, если что-то вы видите, ну, или дело, или, может быть, это связано с конкретной персоной, вы из последних сил или из благородных побуждений что-то пытались, мои дорогие, удерживать. А тут, вот знаете, вот говорят, насильно мил не будешь. Или когда как бы ты тут какие самые лучшие побуждения, да, или какие-то, ну, флюиды к чему-либо или к кому-либо не испытывал, любая тема или любое, может быть, любая задумка или почти любая, она все равно так или иначе где-то будет упираться в какие-то контакты, взаимоотношения, правда? И вот тут вот наступает вот эта тонкая грань, когда мы как будто направляем или к чему-то прикладываем очень много труда, сил, а эквивалента обратного нет. Может быть, у кого-то из вас. Почему я говорила, откуда к вам приходят деньги. Работа очень часто проходит, все-таки жезлы, свечи, да, как в этой колоде. То есть это наша занятость. Это ваш и интеллект, это ваши ресурсы, это ваша энергия, это ваше время. Вот тут нужно скомпоновать какое-то единое целое, может быть, написать для себя тезис, план какой-то. Бумага очень часто нам помогает правильные мысли оформить. Но вам сейчас именно нужно как-то, понимаете, с одной стороны отдохнуть успеть, потому что ведь это карта усталости, я с этого начала. И именно сделать внутреннюю перезагрузку в сторону того, что для вас является прогрессом, но никак не иначе. Паш чаш. Вот, между прочим, эта карта повторяет все то, что я только что сказала. Видимо, действительно, какая-то сфера жизни или вот компоновка сразу всего вместе, да, оно уже достигло какого-то предела. Понимаете, мы рискуем. Почему вот нам 2 карты так настойчиво говорят, а третья, сейчас я поясню, о чем нам тут прорисовала художник. Так вот, мы как будто пытаемся, может быть, какие-то контакты сохранить. Или мы пытаемся даже так продумать, еще пока не знаем, пригодится нам это или нет. Но, видимо, на некоторые вопросы вы сами себе можете дать ответ, что точно не имеет значения. Может быть, это у кого-то в преддверии рождественских праздников, новогодних праздников. Правда, кто-то дома наводит порядок. Ну, иногда вот так, особенно такие карты не самые крупные об этом говорят. Паш чаш — это ведь тоже не самая крупная карта, но вот обратите внимание, что нам хотят передать именно вот в этой карте. Нам показана девушка, как будто с одной стороны, точнее в одной руке у нее блокнот и карандаш или ручка, а с другой стороны лежит телефон.
Она как будто пытается, знаете, всем позвонить. Или, может быть, это какая-то ваша активность в соцсетях. Или когда вы пытаетесь что-то тут и записать, или какую-то мысль записать или запомнить, или а вдруг это пригодится. Ну вот очень много мелких новостей, потому что пажи– это новости и какие-то не фундаментальные события, а вот именно то, что занимает наше время, нас отрывает от чего-то более важного. Паш, вот именно скоординировать нужно свои чувства, а самое главное, я бы все-таки сказала, здесь связано будет с людьми, потому что чаша– это всегда наши чувства. И, может быть, мы ко всем относимся хорошо, да? Ну, а может быть, кому-то и не очень хорошо. Но вот через эмоциональное восприятие вы участвуете точно, мои дорогие, во многих делах, которые вам, собственно говоря, вот лично вам, они как будто не нужны. Но я хочу добавить еще. Это вообще нам о чем? Ну, конечно, я допускаю, знаете, мы все разные. Десятка пентаклей иногда это семья, дом, может быть, вы ухаживаете за кем-то из родственников, или вот именно в этот период, да, или когда вы кому-то из родственников помогаете. Может быть, уже все равно вот какой-то предел существует, когда вы о себе забыли, понимаете, вы о себе забыли. Нам ведь все три карты об этом говорят, а вам как будто нужно стабилизировать, потому что по десятке пентаклей вы сейчас ресурсные, но вы рискуете, мои дорогие водолеи, как будто, знаете, вот это как в дым все уйдет, потому что это то, что мы беремся с мерой ответственности, с хорошим желанием, с такими благородными побуждениями, но вот как будто вы эту десятку пентаклей имеете, или это вообще эта карта, когда, знаете, это благополучие, это счастье. Это, конечно, и материальные какие-то блага, очень часто это и дом, семья, или, ну, контакты с любимым, может быть, и человеком. Но, тем не менее, все три карты говорят, тут в чем-то ты участвуешь, ты просто себя в тираж пустишь. Вот, кстати, интересно, смотрите, на дне колоды заметила туз пентаклей. Это ведь начало-начал. Вот этот маленький росточек, нам еще за ним надо ухаживать. Вам точно нужно какую-то для себя, знаете, ну, может быть, по тройке свечей основных три направления как минимум выбрать. Ну, наверное, дать себе слово, что нет, я не позволю себя как будто рвать во все стороны. Дайте я еще одну карту достану. Вот есть какая-то такая тема по рыцарю чаш, что вам нравится. Может быть, это контакты с человеком, который вам нравится, приятный. Но, может быть, он у вас занимает очень много времени. По рыцарю чаш это мы всегда чем-то вдохновлены, хорошее настроение. Кстати, кто-то из хорошего настроения, или вы чувствуете себя сейчас ресурсными, может быть, и физически тоже, что да я совсем справлюсь. Вот так вот часто бывает. И вы на таком эмоциональном подъеме думаете, ну, я сейчас тут быстренько все переделаю, или всем отвечу, или как-то тут проучаствую. А рыцарь чаш, тем не менее, или даже пусть это конкретный человек, с которым вы каким-то образом взаимодействуете, который вызывает положительные эмоции. Но тут все равно, понимаете, знать себе где-то цену нужно, потому что рыцарь чаш– это не та карта, которая говорит о долгом продолжении. Или что вас надолго хватит, мои дорогие. Вот эта усталость, она все равно наваливается. А с чем это связано? Выбор вам нужно делать. А это уже старший аркан. У кого-то, может быть, выбор касается отношений, семьи. Или даже когда вам приходится участвовать, вот как я сказала, да, в жизни близких людей. Ну, понимаете, какие-то границы ваши собственные устанавливаете вы сами. И какое-то ваше в чем-то участие вам все равно нужно ограничить, потому что выбор, в общем-то, можно все свести к выбору из разряда того, что я сказала. Ну вот согласитесь. Конечно, в этой колоде это именно нам про любовь говорят. И у нас здесь, посмотрите, это колода Евы, как я говорила. Как будто Ева, да, сидит, ну, как будто за плечами у Адама. Много яблок, много чувств, много желаний. Но у нее-то в руке два. Как будто есть возможность, понимаете, с одной стороны, провзаимодействовать, но очень как-то грамотно провзаимодействовать, когда не будет и обид, потому что баланс, по сути дела, нам показывает.
И ведь старший аркан влюбленная часто говорит, сепарация – это только иллюзия. Я тут вижу, вам нужно какие-то важные беседы провести. Может быть, это у кого-то по части работы, может быть, это по части вашего участия именно в делах домашних или в личной жизни. Мои дорогие водолеи, вот, ну, по крайней мере, я вижу все карты, причем добрые же карты, в принципе, посмотрите. Такие яркие, где-то солнечные. Единственное, может быть, по пажу чаш, именно, как ни странно, прорисовка идет такая чуть бледноватая, потому что наша энергия подходит к концу. Как и разделение может быть, да, как сепарации не должно быть. Но и себе-то в ущерб тоже нельзя что-то делать. Вам нужно с кем-то договариваться. Причем это сделать как-то элегантно, чтобы вы остались в плюсе. Что же там случится или произойдет? Ну, королева мечей, мечи – это всегда воздушная стихия, это люди, рожденные под знаком зодиака, стихии близнецы, весы или, как вы, водолеи. Может быть, это карта интеллекта, это карта независимого человека, который, кстати, отказывается. Ведь прообраз этой карты – это Юдивь, которая вошла в Ветхий Завет. Исторический факт, по сути дела. Это надо вам на что-то решиться, это на самом деле. Может быть, этот вывод сделать и подумать, каким образом сбалансировать какую-то ситуацию. Все то, о чем мы с вами говорили. Может быть, это для кого-то из вас сродни подвига, потому что вы не знаете, как подступиться к какому-то вопросу или как построить правильный диалог, а тем не менее, как будто интеллект ваш сейчас на высоте. Самое время, в такое ресурсное время, разобраться вот с какими-то такими сложными вопросами. Может быть, это и вы уже готовы от чего-то отказаться, но не хватает решимости. Неожиданности давайте посмотрим. Вот есть те дела, за которыми нужно как будто ухаживать, да? Семерка Пентаклей иногда говорит, что для кого-то из вас в неожиданностях, и я должна сказать, у нас планетарно, дело даже не в картах. Смотрите, у нас декабрь в таких разных энергиях. И, к примеру, мы с вами рассматриваем с 20 числа, да? Ну вот еще 20, то есть возле этой где-то даты. Пусть это не для каждого, но для кого-то может как раз и проиграться. У нас может быть некоторая пауза. Или мы можем, допустим, заниматься могли в течение какого-то времени тем или иным вопросом, а где-то 12 плюс-минус пару несколько дней вы понимаете, что у вас что-то тормозится. Или вам буквально говорят, что ваш вопрос, какая-то заявка, обращение, ну вот быстро не будет рассмотрено. И вы понимаете, что ну да, я уже вроде все просчитал, а тут мне приходится корректировать эти самые планы. Однако в районе 21, то есть это как раз у нас попадает на третью декаду, и тут наоборот мы можем получить как и какой-то документ, или сами мы можем с чем-то определиться, или просто мы можем получить как известие о том, что ваши дела, тем не менее, они как бы продолжают рассматриваться, да, или вы все равно остаетесь в какой-то теме. Может быть, и придется решать, да, буду я это продолжать или нет. Но карта ведь она сама по себе говорит о том, что вот как раз заминки в каких-то делах или документах, которые связаны именно с регламентом, когда на рассмотрение идет сколько-то там времени, или когда это зависит от третьих лиц. Вот тут мы не можем ускорить. Поэтому, ну, где-то тут себя надо останавливать. Но точно так же эта карта говорит о том, что мы можем потерять время. И мы с вами об этом говорили. В неожиданностях тут может быть как включение наше в те дела, вопросы, которые, в общем-то, ну, нам лично не принесут какой-то пользы. Так и с другой стороны, как полезный элемент, это, ну, наверное, хладнокровие нужно тоже где-то, да, интеллект, понимать, что добрые дела наспех не делаются. И, может быть, даже проект какой-то, за ним надо ухаживать. Но что же вас радует? Ну, прогресс явно будет. Карта успеха, мои дорогие. Видимо, совсем вот-вот где-то. Может быть, это тоже выбор, кстати, колесница. Туда или сюда. У кого-то поездка на кону. Или это то, что вы планируете, что вас будет радовать. Не бойтесь что-то перепланировать. Если вы видите, что ну вот не идет, да, вот не просто там регламента нет, а это именно вы где-то подзастряли, потому что включились какие-то ненужные дела, о себе где-то забыли. Я такое вполне допускаю, мы говорили. А тут вот, понимаете, когда старший аркан,
Это ведь возможность колесница. И колесница нам говорит: не оглядывайся опять же назад. Все то, что я говорила. Тебе отсюда полный вперед. Что будет радовать? Может быть, это у кого-то из вас. Иногда, конечно, редко все же это старший аркан, но тем не менее вопросы, связанные с вашим авто. И вот для вас будет очень важно быть мобильным. Не отказаться, например, от какого-то маршрута. Может быть, от какого-то приглашения. Возможно, корпоративы, да, или любое иное приглашение. И пусть, мои дорогие водолеи, вы пока, ну, где-то даже не видите, зачем вам это нужно. Тут явно какая-то дорога вас может радовать. А может быть, вы отправитесь куда-то, в это спонтанное какую-то поездку, путешествие. И именно это, как мы говорим, по судьбе. Или нужного человека встретите. Ну, пусть вы даже никого не встретите, но, может быть, сама поездка для вас какой-то творческий инсайт дает. Такое тоже может быть. Но явно вот в этой какой-то мобильности больше толку. И, как я сказала, быть мобильным. Даже если нет у вас автомобиля, но тут, может быть, продумывать свои планы или альтернативные пути, допустим. Если, ну, один какой-то маршрут, да, вы собираетесь, к примеру, куда-то попасть или куда-то поехать. Так вот, если один маршрут по какой-то причине, ну, не получается, может быть, какой-то обходной путь. Вот, кстати, такое тоже может быть. И точно так же кто-то из вас может, да, что радует. Может быть, прежде вы не задумывались о том, чтобы, ну, к примеру, получить права водительские, а вот кто-то из вас именно потому что хочется быть мобильным. Вот такое тоже не исключаю. Ладно, что ждет? Жизнь личная. Ну, опять. Все то, что я сказала, и я уже не повторяюсь, еще одна десятка жезлов. Поэтому, ну, еще раз пересмотрите дела дома, дела, может быть, семейные или просто какие-то личные, да, контакты. Явно тут надо подкорректировать. Туз жезлов. Это на деньги. Да, это информация какая-то важная. Опять же, жезлы. И, как я говорила, или откуда к нам приходят деньги, то есть каким образом мы зарабатываем. Туз жезлов может означать, что кто-то из вас как дополнительный источник дохода. И мы говорим ведь часто, Уран, планета ваша, управитель, она сейчас находится в знаке Телец и в ретро-движении. И мы знаем, что Уран, он все дробит. И вот ретро-движение– это всегда возврат к чему-то прежнему. И в ретро, и еще останется Уран аж до 4 февраля. Поэтому, хотим мы или нет, мы тут что-то можем переделывать, передумывать. И вот как раз понимать, что является прогрессом, ведь туз жезлов, по сути дела, это и есть прогресс. Это начало-начал. Я говорю часто, что туз, он как будто, знаете, ну вот действительно делит нашу жизнь на период до и после. Может быть, сродни инсайта. Вот раньше делали так, а теперь вы понимаете, да ну его. Это вот мы как раз признаем наши как будто промахи, ошибки, мы понимаем, что да нет смысла что-то продолжать. И самое главное, если бы прежде это была бы какая-то аналитика или мучительное состояние, а здесь мы отказываемся от этого легко. Нецелесообразно, да и просто неинтересно, а интересно что-то другое. И вот тут вот по части денег это у кого-то может быть, ну правда, я строю карьеру, или как дополнительный доход с учетом урана. И уран в Тельце– это все те вопросы, которые касаются благополучия дома, семьи, ну и финансов, понятно, тоже нашего быта, и уютного, и комфортного. Может быть, кто-то из вас будет дома, да, наводить порядок и обустраивать себе рабочее место, место для творчества, потому что вы хотите развивать какой-то проект. Вот, кстати, от ваших проектов тоже не отказывайтесь. Тут именно нужно, может быть, высвободить время. Вот, кстати, карты могут говорить, чтобы то, чего просит ваша душа, вот вы этому могли тоже уделить внимание. Но деньги есть, они как будто приходят, но с учетом того, и десятка пентаклей тому подтверждение. Но я не могу сказать, что мы как-то так, знаете, на импульсе с деньгами. Нет, карта уже говорит, да, если мы сказали, что жизнь делится на период до и после, скорее всего, они вам понадобятся. Кто знает, может быть, и семерка пентаклей где-то говорит, что потом, может быть, на январь, могут быть некоторые задержки с получениями денег. Поэтому я бы сказала в целом, на финансы будьте внимательны. Хотя у кого-то, ну, как, допустим,
необходимость куда-то поехать, уладить некоторые вопросы по финансам. И тогда, что вас радует, это у вас получится очень хорошо. Ваши достижения, ну, праздник, мои дорогие. Может быть, это и встреча с друзьями, встреча с родственниками, с теми людьми, кого вы хотите видеть. Может быть, это вы предвкушаете, на таком эмоциональном подъеме находитесь. Но, видимо, все равно, мои дорогие водолеи, добрые, правда, карты, но как-то вот вам нужно себя организовать. И я тут вижу, хоть и настроение, конечно, тут хорошее, и есть тут позитивные моменты, причем такие, которые в реальной жизни, а не просто в нашем представлении. Но что-то, знаете, очень важное в вашей жизни ждет своего часа. У каждого по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео и за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео. И у меня есть телеграм-канал, где я попыталась соединить контент с моих 3 YouTube-каналов, а также новые записи на моем сайте. Может быть, кому-то удобно в одном месте, да, заходить. Поэтому, пожалуйста, приглашаю в Телеграм. Опять же, ссылка в описании. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Будем общаться, я вам буду искренне рада. Я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. С Новым годом вас, мои дорогие водолеи! Пусть сбываются ваши мечты, маленькие и большие.